«Бэтмен возвращается» в оригинале «Бэтмен Returns», американский супергеройский фильм 1992 года режиссера Тима Бёртона. Экранизация по мотивам комиксов о Бэтмене, сиквел фильма «Бэтмен» 1989 года. Созданная в 1940 году Биллом Фингером и Бобом Кейном, «Женщина-кошка» является одним из самых известных персонажей комиксов и входит в число главных во вселенной Бэтмена, смелая авантюристка и обманщица. В фильме Селина Кайл, сыгранная блистательной актрисой Мишель Пфайффер, красивая, но одинокая и разочарованная в жизни секретарша магната по имени Макс Шрек, обнаруживает планы заговоров своего босса по истощению энергии Готэма. Он выталкивает Селину из окна, чтобы заставить ее замолчать. Чудом уцелевшая, она приходит в сознание среди десятка кошек. Впоследствии у нее развивается раздвоение личности, она создает свой костюм и становится женщиной-кошкой. Перед нами предстает небольшая коробка из неплотного картона, без окошек и каких-либо прозрачных элементов. Цвет коробки черный с фиолетовым фоном в некоторых местах. На лицевой стороне крупным планом нанесено изображение фигурки, ее название, логотипы фильма и компании-производителя, а также масштаб. На противоположной стороне мы видим изображение фигурки, но уже полностью, и логотип производителя с хэштегом Iron Studios. Логотипы компаний дублируются и на боковых сторонах. Также одна из них содержит фото фигурки в черно-белом цвете. Сверху на крышке присутствует только логотип фильма и название персонажа. Всю адресную информацию и предупреждения производитель расположил на основании. Внутри коробки фигурка запечатана в плотный пенопластовый блистер, проклеенный скотчем по периметру для большей сохранности, так как фигурка выполнена из искусственного камня и является довольно хрупкой. В блистере все элементы дополнительно проложены бумагой от закрасов и потертостей. Фигурка состоит из 3 элементов. Подставка, выполненная в виде части ступенек с разрушенной колонной, вдохновленная историческими и холодными зданиями мрачного Готэма. Черной кошки по имени Мисс Китти, питомицы Селины Кайл из фильма. И самой женщины-кошки с хлыстом в руках. Героиня облачена в черный костюм, сшитый из виниловых кусочков, соединенных белыми нитками. На пальцах у нее металлические коготки, сделанные из подручных швейных инструментов, а торс облачен в черный корсет поверх самого костюма. Также костюм закрывает всю голову и часть лица. Фигурка крепится к основанию в определенном месте и опирается на вертикальную его часть. В одной руке она держит хлыст, выполненный из плотной веревки с проволокой внутри, что позволяет ему не скользить и не спадать с ее плеча, через которое он перекинут. На ногах черные лаковые сапоги с высокими каблуками. Рядом на ступеньках на магните крепится фигурка кошки. Масштаб красотки 1/10, размер 20 см. Стоимость на момент релиза, который состоялся осенью прошлого года, составляла $145, без учета доставки. Найти ее сейчас в продаже не составит труда. Всем привет! С вами Ларри, вы только что посмотрели распаковку «Женщины-кошки» по фильму «Бэтмен возвращается» от компании Iron Studios. Если понравилось, жмакни лайк, а я перехожу к оценке. Давайте в этот раз я начну с позитива, и, конечно же, это попадание в образ. Лицо Мишель Пфайффер в этой роли узнается с первых мгновений, что не может не вызывать восторг. Латексность костюма, если можно так сказать, передана настолько идеально, что просто глядя на него вы ощущаете текстуру. Ну и, конечно, моя любимая подставка, она шикарная. Теперь к минусам.
они есть, хоть их и немного. Котик. Он вышел очень странным. Они сделали крутое детализированное лицо Пфайфер, но при этом кот у них вышел какой-то бесформенной кляксой, морда которого отличима лишь по языку, изображенному в виде розовой точки. Мне не понравилось. Латекс — это прекрасно, но некоторые элементы мне показались неаккуратными, что ли. Да, я придираюсь, но, блин, $145 за фигурку в масштабе 1/10. Камон, лицо же они смогли сделать аккуратно и детализированно, или они на нем и устали? По итогу я снижу оценку за котика до вау, но накину балл за офигенское лицо Мишель Пфайфер. Получается, медалька супер. И я буду рекомендовать эту фигурку всем фанатам фильма «Бэтмен Returns». Конечно же, фанатам Мишель Пфайфер, в частности, в этой роли, и в целом любителям женщины-кошки, а также тем, кто ценит изящные фигурки у себя на полке. Но держать ее желательно рядом с таким же масштабом. И у меня на сегодня все. Приглашаю вас в комментарии обсудить качество данного экземпляра. Проверьте, подписаны ли вы на канал, чтобы не пропустить дальнейшие выпуски. Если вам понравился ролик, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями, мне будет очень приятно. Захаживайте к нам в соцсети и на Бусти, там много всего интересного и эксклюзивного. Хороших вам фигурок, увидимся с вами очень скоро в новых выпусках. Всем пока!